Привет, друзья, аудиолюбители, привет, товарищи по несчастью. Промчались годы молодые, и вот я наконец собрал предусилитель корректор Николая Сухова 21 века на новой элементной базе, чем очень горд и намерен поделиться с вами в этом выпуске. Наконец я получил всю необходимую комплектовку для сбора предусилителя корректора Николая Сухова. Это модель с конденсаторами, вот они вы видите, иконы, и с простыми компонентами, не SMD версия. То есть все хочу сделать по фэншую. Именно для этой цели я решил сам собрать этот предусилитель корректор. Неохота, но надо. Надо. Вот вы видите блок питания, который мне предоставил добрый Шершов. Вот плата, которую мне прислал добрый Денис. Вот стабилизатор, тот самый, который Сухов рекомендовал в качестве самого лучшего. Его мне продали недобрые китайцы. Также вы видите все компоненты, вот транзисторы тоже от доброго Дениса. Также вы видите все остальные компоненты, которые необходимы для сбора этой удивительно интересной конструкции. Ну что ж, продолжим обсуждение, когда у меня будет что вам показать. Собственно говоря, конечно, хочется похвастаться в первую очередь, потому что это, я считаю, большим достижением в винилостроении, корректоростроении. Мне и прежний предусилитель корректор Сухова очень нравился, 80 какого-то там, не помню, первого, по-моему, года. А этот вообще превосходит все ожидания и, в общем, сравнительно не фантастическими какими-то усилиями. Ну, честно сказать, было очень тяжело мне вот это все паять, потому что я 100 лет уже не паял. Кроме того, здесь есть SMD компоненты, которые мне просто нечем было здесь паять. Но неважно, как-то я справился, компоненты как-то я достал, чего и вам желаю. Я хотел поделиться еще дополнительной информацией, в которой могут быть заинтересованы люди, которые... Я хотел уделить дополнительное внимание помехозащищенности вашего решения и, в частности, блоку питания. Я здесь еще не имею проигрывателя, я не знаю, какой он у меня будет, но, скорее всего, в нем не будет питания плюс-минус 20 вольт, которое требует эта версия предусилителя корректора. Поэтому я заложил трансформатор, который заказал у известного у нас, по крайней мере, в Киеве, трансформатора-строителя Шершова. Могу рекомендовать. Также он мне, добрый Шершов, передал и выпрямитель, что мне тоже было тут не по силам самому собирать из ничего буквально. И самое главное, вишенкой на торте, вот этом всем аудиоторте, является плата стабилизатора. В чем здесь дело? Ее рекомендовал, эти чипы рекомендовал Николай Сухов в прежних видео о этом решении. Я покажу картинку этого стабилизатора. В чем дело? Очень большой коэффициент усиления у этого предусилителя корректора. К тому же Николай его сделал даже не 42 дБ, как оказалось, а значительно больше, что накладывает дополнительное требование на помехозащищенность этого решения. В частности, вот этот трансформатор тороидальный, потому что у него минимальная зона рассеяния электромагнитной наводки, в чем, кстати, я еще намерен убедиться, зарядив его на измерительный комплекс у себя на работе, и потом расскажу вам о результатах. Но уверен, что излучение этого трансформатора, помехи им создаваемые, будут много меньше, чем традиционных решений Ш-образных трансформаторов, будет даже заключенных в экраны и так далее. И как-то кое-как слепленных торов тоже, потому что в зависимости от жадности производителя, от числа витков на вольт, от соотношения меди и железа, может оказаться разная степень излучения электромагнитной наводки. Так вот, это хороший трансформатор, он дает малую наводку, он поместится в любой платтеншпилер, как это по-немецки, в проигрыватель грамм-пластинок. Я не знаю, то ли я из Киева попрошу, чтобы мне сюда прислали мой старый проигрыватель, который я уже как-то обозревал здесь, то ли куплю здесь, но что-то пока не попадалось ничего бэушного, причем за недорого и в хорошем состоянии, в основном иголки, конечно, потому что от нее зависит очень многое, для меня в частности, для, собственно, прослушивания музыки. Так вот, вот эта схема
очень дорогого, кстати. Я за нее заплатил, за вот эту вот плату, 25 евро, по-моему, с доставкой она мне обошлась из Китая. Она необходима для того, чтобы, во-первых, обеспечить высокое напряжение питания, то есть плюс-минус 20 вольт, а во-вторых, с минимальными пульсациями, которые вы можете почитать в описании этого стабилизатора. Конечно, он на голову выше конкурентов, и это стоит денег. Вот пришлось раскошелиться. Я просто хотел уже создать, знаете, уже один раз делаю, это хотелось закрыть вопрос, как бы сделать все лучше для себя любимого, там все такое. Вот. Однако это самая первая плата Николая Сухова, которую он разработал в этом тысячелетии вот этого вот корректора. Он выпустил еще несколько версий. Похоже, что я, может быть, поспешил, запросив эту плату, которую мне прислали тоже из Киева, добрый Денис. Вот, может быть, стоило немножко подождать и получить платы следующего, скажем, не поколения, а следующей ревизии. Об этом всем и еще пару дополнительных вопросов я решил спросить у самого Николая Сухова, интервью с которым предлагаю вашему вниманию. Здравствуйте, Николай Евгеньевич. Как вы там, уважаемые, поживаете в своем стольном граде Киеве? Как ваше здоровечко и состояние души? Юра, ну, стольный град Киев отлично стоит, все практически отлично. Не, а ты как? Ты сам как? Я сам с Денисом занимаюсь, знаешь, какими делами. Это первый момент. А второй момент, со своими велотуристами почти ежедневно. Вот, я как раз тоже хотел делаю. сказать, наверное, не слазишь с седла, да? Ну, я не слажу, да, потому что 4 месяца у меня этой весной вылетело из велотуризма моего, и поэтому мы наверстываем упущенное. Правда, в те районы, где была оккупация временная, ну, это мои любимые места, Ирпень, там, Мощун и все прочее, туда мы не заезжаем, потому что там до сих пор висят таблички «Мины». Да, мины, что самое смешное, Юра, мины стоят, таблички мины, даже вот тот лес, который напротив виноградаря. Как я на Министерку еду, если ты помнишь, да, маршрут, слева идет от жилмассива, значит, этого, там, где Валера Тимченко. Ну, сейчас это не важно, Николай. Хорошо, мины, шмины, главное, что ты здоров, бодр. Ну, И да, с не, ну, здоров, с слава семьей Богу, да. катаешься. Ты же не один катаешься, я так понимаю. Конечно, у меня тут куча велотуристов, и Да, семья моя да. тоже катается на великах. Все в порядке в этом смысле. Молодец, и у тебя успешно дети продвигаются, я читаю так периодически твою ленту в Фейсбуке, это очень Василиса- приятно, очень приятно. Да, Василиса в этом году с золотой медалью Да, закончила да, школу. я тебя поздравлял, да, это очень здорово. Спасибо. Она вообще Да, умница спасибо. и молодец. Ну и Спасибо, сын да. наверняка будет круче еще, как мальчик. Николай, слушай, я закончил сборку вот этой вот. Ниже опусти, а то не видно. Вот сейчас вот видно, да, о, молодец, да, супер. Вот эта модель. Вижу, что версия, Я ж показываю, хвастаться нечем, паяю я не очень хорошо. Суть вопроса следующая. Скажи, пожалуйста, есть несколько версий плат или даже схем, потому что разные транзисторы ты применял. Коротко, по-моему, их 3. Назови, пожалуйста, по-моему, у меня вот это первая, самая первая, которую ты разработал у с тебя первая, да, я электролитами. вижу, да. Ну, версий сейчас актуальных 4. Вот это первая, которая у тебя, это первая версия, входная LSK-шках 389-х. И, значит, разделенка по постоянке электролитами. Правда, электролиты не просто электролиты, а самые-самые-самые-самые качественные. То есть, во-первых, не чеконовские, во-вторых, не полярные, потому что там по постоянке практически 0 или непонятно какой будет полярности. И третье, это серия Muses. Муза. Вот, самые-самые аудиофильские те самые электролиты. Это первая версия, которая у тебя. Ну, для справки, она отличается от той версии, которая была в 1981 году, тем, что современная комплектующая, во-первых, во-вторых, сильно модифицирован входной каскад. У него в результате выброшены вот эти элементы, которые мне тогда еще не нравились, подстройка нуля и 2 лишних электролита. И в выходном каскаде тоже выброшен лишний электролит. То есть твоя первая версия – это очень сильно усовершенствованная версия 1981 года. Там также есть, как и во всех моих корректорах,
так называемая апериодическая ВЧ-коррекция, благодаря которой ММ-бошки звучат так же или даже не хуже, чем МЦ-бошки. А МЦ-бошки это, они на порядок дороже. Если ты помнишь, там они от полукилобакса до 2 килобаксов начинаются. Значит, вот такое. Значит, у тебя первая версия. Она, в принципе, тоже супер. Но потом была вторая, третья, которую я в производство не запускал. Значит, четвертая версия, пятая и шестая отличается от твоей тем, что, значит, вместо электролитов я использовал дополнительную серву по постоянке на операционнике. В результате, значит, вот, на мой взгляд, самый большой недостаток конструктивный твоей первой версии, это то, что вот эти вот электролиты, они достаточно большие. Там 220 микрофарад, да они еще и не полярные, да они еще и супер аудиофильские, то есть они высокенькие. А фишка моего предлагаемого конструктива состоит в том, чтобы монтировать этот фонокорректор прямо на выходе из тонарма, чтобы минимизировать входную емкость. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, фонокорректор встроенный в вертушку. Ну, я тоже предпочитаю эту версию. Она, на мой взгляд, более по фэншую, по аудиофильскому сделана. Совершенно верно, Юра. И винилокрут я собираюсь приобретать, потому что у меня здесь нету ничего. Высокенький такой, старый, недорогой, как бы, с ММ-башкой. И там наверняка будет место. Там наверняка... Ну, слава богу, что есть. Но да. Многие современные, скажем, они достаточно маленькие по высоте. Вот, поэтому я, значит, сделал вот этот вот 4-ю, 5-ю и 6-ю версии, я сейчас подробно о них расскажу, почему они отличаются. Значит, для того, чтобы исключить вот эту высокую, значит, высокие эти бочоночки. Вот. В результате 4-я, 5-я и 6-я версии сделаны с операционником на OPAS 192. Это самый лучший современный операционник именно для DCS-сервы. Вот. И получается плата высотой всего 3 миллиметра. То есть, ты показывал как-то видео, я тебя попрошу. СМДшная плата, 4-я, 5-я и 6-я версия делается на одной и той же СМДшной плате практически. Вот, там только несколько резисторов перепаиваются. И, значит, плата размерами 20 мм на 45 на 3 мм высота. А ты не мог бы мне картинки скинуть, я в видео вставлю, чтобы проиллюстрировать? Я тебе скину, конечно, картинки, Юра, я тебе скину, сделано уже, много народу сделало и 4-ю, и 5-ю версию, чтобы ты представлял, какие они по габаритам. А питание у них тоже такое, как у меня, как в первой версии? А у тебя плюс-минус 24, да? Ну, 20-24, да. Нет, Юра, в 4, 5, 6 в связи с тем, что там операционник OPAS 192, у него предельная напруга питания плюс-минус 18, так вот там вот сделано на плюс-минус 18. Я чуть-чуть проиграл по выходному этому самому напряжению, но не сильно, скажем так, на пару децибел. Да. Это не столь существенно, а существенно, что я не превышаю... Так чем все-таки различаются 4-я, 5-я версии? Ага, понятно. Значит, 4-я от твоей первой понятно, что нету электролитов и СМДшная плата, то есть уменьшенные габариты кардинально. Она, в принципе, даже монтируется просто скотчем под крышечкой любой самой тонкой вертушечки. То есть там, как ты увидишь... понятно, 3 миллиметра понятно, что оно монтируется куда угодно. Во-первых, высота 3 миллиметра, во-вторых, 20 на 45. Значит, чем 5-я отличается от 4-й? Дело в том, что в 4-й версии, в отличие от твоей, у которой вход сделан на LSK 389, я использовал самую свежую новую разработку от техасовых инструментов. Это не LSK 389, а новая пара операционников сверхмалошумящих GFE 2140. Это разработка прошлого года, а в августе месяце только техасовые инструменты сделали релиз в августе прошлого года. Чем она хороша? Тем, что, во-первых, в ТМПшном корпусе, в СМДшном корпусе, то есть высота маленькая, но это второстепенно. А первостепенно то, что это согласованная пара, у которой гарантируется значит, смещение всего-навсего плюс-минус 4 милливольта, а типовая там по гистограмме от минус 0,5 до плюс 2 милливольт. Это даже для биполяров очень хорошо. А тут те самые джифеты.
Вот эта вот пара GFE 2140, она просто исключительная в этом смысле. И благодаря этому на ней удалось сделать вот такой вот миниатюрный этот самый, да еще с сервой по постоянке на выходе. Эта серва с таким транзистором, с такими транзисторами, эта серва поддерживает на выходе постоянку не более пары микровольт, Юра, не милливольт, даже милливольты. А у меня вообще нисколько постоянка на выходе, потому что у меня... У тебя ж, конечно, потому что это электролиты. Да. Но я, в принципе, не очень, ты же меня знаешь, я не очень люблю электролиты. Почему? Потому что электролиты – это единственные из радиокомпонентов, у которых проводимость ионная. У транзисторов, резисторов, там, других конденсаторов проводимость электронная, да. а у электролитов ионная. И вот эта вот штука, она, когда плохие электролиты, то возникают так называемые ионные искажения, которые слухачи четко выясняют, что вот у меня есть в тракте электролит. Вот эти электролиты, которые в первой версии, которые ничеконовские, они самые лучшие электролиты. Там они достаточно большие, но у них этот эффект минимизирован. И практически Хорошо, Николай, скажи, пожалуйста, стоит пользователям ожидать еще какие-то апгрейды этого? Стоит, Юра, стоит. В планах еще несколько версий точно есть. Я сейчас не буду их рассказывать. Ну, но молодец в планах ты есть какой. еще версия с кое-какими характеристиками улучшенными. Скажем, Да, не буду раскрывать заранее. Когда сделаешь, тогда расскажешь. Теперь, чтобы быть кратким, чем пятая версия отличается от четвертой. В четвертой версии серво по постоянке заведено в выходной каскад, как у Кордала в винил-траке. Вот. Это дает свои небольшие преимущества, но есть и маленький недостаток, что такая схема имеет немного ограниченный диапазон компенсации смещения, и она годится только для GFE 2140. В GFE 2140, я напоминаю, что реально у него от минус 0,5 до плюс там, 1 милливольта, то есть узенький. И вот эта вот серва, которая в четвертой версии, она ее отлично значит, отрабатывает. Еще в четвертой версии есть такая небольшая технологическая неприятность, что те резисторы, которые на входе DIV-каскада, ну, вернее, на выходе DIV-каскада в стоках этих транзисторов, они должны быть, там по 1,5 килома стоит, там должны быть резисторы с допуском 0,1%. Потому что очень, ну, ты понимаешь, чтобы реализовать вот это малое смещение. Да, я это понимаю. четвертая версия. Это жертва вместо конденсаторов, что ты делаешь. Ну да. Так вот, в пятой версии я завел выход постоянки, выход DC-сервы по постоянке не на выходной каскад, а на входной. Там специальными средствами я добился того, что дополнительных шумов никаких и искажений не поднимается, но зато в пятой версии сильно расширен диапазон, допустимый диапазон разбаланса входных транзисторов. Там можно применять, в результате, там можно применять не только GFE 2140, которая до сих пор достаточно дефицитная. Мы-то ее закупили, как говорится, для того, чтобы нашу серию там 200 штук сделать. Вот. Но, в принципе, это до сих пор достаточно дефицитные эти самые полевики. Поэтому в пятой версии я вот это вот расширил диапазон, вот плюс диапазон этих самых допустимых согласований входных транзисторов с 2 милливольт до плюс-минус 50 милливольт. А это значит, что туда можно ставить LSK 389. Так подожди, а серво ее обеспечит смещением необходимым? А? Серво ее обеспечит необходимым смещением? Да. Я сейчас говорю, что в пятой версии серво расширен диапазон отработки смещения сервера до плюс-минус 50 милливольт. Понимаешь? В эти плюс-минус 50 милливольт входит и LSK 389, у которой по ТУ 20 милливольт. Все понял. И 2SK 2145, Сташибовская, тоже хорошая пара, у которой 40 милливольт. Понимаешь? И даже отдельные транзисторы, вот, скажем, 2SK 710, 2SK 3557, BF 862, CPH 3910 и даже КП-302, КП-303, КП-307. Только их надо отобрать, конечно. Отобрать по двум характеристикам. То есть, в принципе, для пятой версии на вход годятся, в принципе, транзисторы полевые, даже не в парах согласованные, а просто отобранные
по параметру, по двум параметрам надо отобрать. Значит, первый параметр – это, значит, разность напряжения отсечки не больше плюс-минус 50 милливольт. И второе – это для всех моих корректоров вот этих вот, это начальный ток стока не менее 8 миллиампер. Все. Вот если транзистор удовлетворяет этим двум характеристикам, он в пятую версию годится. Вот что касается пятой версии. Отлично, отлично. Напомню пользователям, что Николай с Денисом предлагают свои комплекты к продаже через компанию Имрад. Это известный украинский поставщик радиокомпонент. То есть они продают это все цивилизованно и организованно, то есть не нужны какие-то частные списки переписки, наверняка есть какой-то отработанный механизм покупки у официальной фирмы, у официального дистрибьютора. Я тебе кину ссылку на сайте imrad.com.ua, Да. находишь наши наборы, они идут под торговой маркой Ник Сухов and Шавровский Лаб. Также я надеюсь, что вы выйдете на международную арену, собственно, ради чего все и затевалось, насколько я помню. Было бы здорово продавать по всему миру. Хорошо, Николай, еще такой вопрос. Я слышал, что ты собрал и даже продаешь уже предусилители корректоры для MC головок Moving Coil. Скажи пару слов. Значит, вот шестая версия, это как раз вариант под МЦ-головку. То есть ты просто меняешь коэффициент усиления от 40 на 60, видимо, да, и убираешь коррекцию частот. Там немножко, значит, антология такая. Во-первых, в ММ, значит, предусилителях у меня не типовые 35-40 дБ, а 49 дБ. Ого. То есть у меня усиление больше, даже в ММ-версии на килогерц у меня 49 дБ. Почему я так сделал? Потому что мы стыкуем, в принципе, этот фонокорректор, винил-корректор с ВВшником. То есть напрямую с усилителем мощности. Чтобы усилитель мощности правильно. Я тоже напряжение 1-2 вольта. А обычные фонокорректоры дают на выходе 150 милливольт. То есть мне надо дополнительно в обычных фонокорректорах ставить еще дополнительный линейный предусилитель. Это дополнительные контакты, дополнительное устройство, которое ни нахрен не надо. У меня на это пойти не могу, потому что получается 2 вольта на выходе при питании плюс-минус 15 вольт, это перегрузочная способность, получится только 10 дБ, так что ли? Не 10, Юра, не 10. Какие же 10? Если 20 дБ. Если у меня 1 вольт на выходе, то при 10 20, понимаешь? Да. 20 дБ это, ну то есть это нормальная перегрузочная способность. Это не 40 дБ, как в ламповых, она там ни нахрен не нужна. У меня просто зачем, в принципе, в фонокорректорах большая перегрузочная способность, чтобы треск не заводил его в ограничения. Нет, вообще винил спроможен, как это сказать, способен воспроизводить превышение уровня до тех же 20 дБ. Кстати, по-моему, так это звучит. Хорошо, и этот корректор тоже можно приобрести, видимо, да, там шестая версия, значит, в шестой версии усиление на 20 дБ. Значит, чем же хороша шестая версия по отношению к другим вариантам МЦ-корректоров? Обычно в подавляющем большинстве МЦ-корректоров к фонокорректору ММ добавляется либо трансформатор 1 к 10 повышающий, либо просто линейный предусилитель сверхмалошумящий, тоже с усилением 10. А когда мои VIP-патроны на моем патреоне задали такую задачу, сделай, пожалуйста, еще и МЦшный вариант. Я чесал себе репу, я искал современные технические решения, нашел их там, они у меня выложены на патреоне, что там 30 разных вариантов. Вот. Но потом я вспомнил, что я заложил очень большой, значит, запас прочности в этот вот фонокорректор свой. И у меня там хватило просто-напросто петлевого усиления. Но вместо 55 дБ у меня сейчас 35 получается. Все равно по коэффициенту гармоник и по всем прочим характеристикам оно устраивает. Оно все равно лучше там на 2 порядка по коэффициенту гармоник, чем существующие решения на отдельных этих вот предусилителях. Это я все просчитал в микрокапе 100%. Значит, любой человек, который значит, зарегистрирован у меня в Патреоне как официальный патрон, может скачать микрокаповский файл
любых моих версий, от 1 до 6, и проверить в микрокапе, что все, что написано, оно реально обеспечивается. Так вот, в 6 версии мне достаточно было изменить номиналы 4 резисторов всего-навсего от 5 версии. Вот. И в результате получить из ММ фонокорректора МЦ фонокорректор. Не, ну коррекцию же надо как-то откинуть при этом. А? Коррекцию частотно-зависимую надо как-то откинуть. Там все сделано, Юра. Значит, в МЦ-варианте вот эта вот апериодическая коррекция, она устранена, потому что она для МЦ-бошек в принципе не нужна. У них нету этого резонанса ЛЦ, понимаешь? То есть я же говорю, что 4 резистора там изменены, в том числе и резисторы РИА-коррекции под МЦ. Чтобы не было задира на высокий. Ясно. Хорошо, вот. Желаю тебе успеха. Еще я бы предпочел, например, как аудиолюбитель, иметь совмещенный корректор MC, MM, который бы был с каким-то, пусть переключателем, пусть еще каким-то образом. Это запросто, Юра. Ну так делайте, что значит запросто. Да. Я тебе советую просто, что такой коммерческий вариант, по-моему, более выверенный был бы. Тем более, что это якобы ничего не стоит, с твоих слов. Да. Вот. И последний вопрос, Николай Евгеньевич. Вот люди все-таки часто спрашивают, почему Сухов не делает на лампах предусилители. Я-то так знаю, почему. Вот. Но ты скажи пару слов жестко так, всю правду. Юра, у меня на Патреоне есть даже специальное мое сообщение, сравнение шумовых характеристик ламп и джифетов. Так вот, там вот совершенно четко показано, там даже не мои измерения, там чужие измерения. Специальные лаборатории, которые измеряли именно под фонокорректоры шумовые характеристики 20 или 2-3 десятков ламп и 2 или 3 десятков джифетов. Вот. Так вот, чтобы никто не сомневался, что самая малошумящая лампа – триод, пентода еще хуже. Пентоды еще больше шумят. Так вот, самый лучший триод, я сейчас не вспомню его, ну, кто интересуется, может зайти ко мне на Patreon, там есть специальное сообщение, оно бесплатное, кстати. Вот. Значит, самое лучшее из ламп шумит на 7 дБ больше, то есть в 2 с лишним раза больше, чем средненький джифет. То есть лампы на входе фонокорректора шумят сильнее. Николай, смотри, дело в том, что люди говорят, что шумы это хорошо, это отдельная история, а еще есть некий звук, который якобы у ламп лучше, вторая гармоника и подобная как бы городская легенда. Это по гармоникам, что насыщение второй или третьей гармоника, это все чушь собачья, потому что о том же самом твердят и те люди, которые делают не фонокорректоры, а усилители мощности лампадные, понимаешь? То, что он насыщает мне второй, третьей гармоникой, поэтому у меня все звучит лучше. Ребята, мы в 21 веке живем, а не в 18-м, понимаешь? Поэтому вот эти вот фразы, что вот эта фонограмма у меня на лампаднике звучит лучше, чем на транзисторном, понимаешь? Это хрень собачья. Это ерунда. Ну, это субъективно, скорее всего, это самовнушение. Мой подход ты знаешь. Ты слушал, у меня на Патреоне есть ремастеринг радио Гаги квиновской. Я этот ремастеринг сделал несколько лет назад с помощью современных средств обработки, мастеринга. Ну ты же звукорежиссер, ты это даже лучше меня знаешь. Так вот, я этим мастерингом сделал звучание радио Гаги современное, такое, что мне даже Роджер Тейлор, я к нему залез как-то на его, значит, Facebook Роджера Тейлора и кинул ссылку на мой этот самый. Он когда послушал, говорит: слушай, это класс. Это Роджер Тейлор, сам ударник вот этот квиновский, понимаешь? Он сказал, это класс. И кто заходит ко мне на Patreon, там в бесплатной части моего Патреона есть радио Гага. Зайдите, послушайте, как я сделал ремастеринг радио Гаги современными средствами. Не темброблоками, не тем самым с ручками, а с современными средствами, понимаешь? То есть, если у вас фонограмма, которая вас не устраивает по отсутствию второй, третьей гармоники и все прочее. Ребята, не надо лампады туда ставить, чтобы это сделать. Потому что вы для этой фонограммы сделаете лампадником лучше, а для другой сделаете хуже.
Если уж вы такие крутые, установите себе Adobe Audition или изотоповский RX8, RX9, программы для мастеринга, и сделайте себе мастеринг. Не добавляйте вторую, третью гармонию. Там есть гораздо больше. Там набор из 50 плагинов. Вот этими плагинами расширьте стереобазу. То послушайте мою радиогагу, и вы будете все это дело знать. А в фонокорректоре, ну, это совсем хрень, понимаешь? В фонокорректоре сигнал меньше, чем в усилителе Николай, мощности. мы сейчас говорим для аудиолюбителей, которые не будут делать мастеринг, и которые даже, скорее всего, не будут паять. Они в лучшем случае просто проникнутся твоей подачей, твоим интеллектуальным ударом по этой теме и, допустим, купят, приобретут твой проект, этот корректор, но не будут заниматься вот этой вот... Лично, как он меня достал, вот этот твой корректор. Я 100 лет ничего не паял, я чуть не повесился, пока его спаял. Послушай меня. Сравнение моего корректора с одним из лучших корректоров ламповых. У Васильевича, так называемый, корректор Васильевича. Вот Вячеслав Шершов, это, достаточно хороший, знаешь Вячеслава Шершова, он делает в Житомире отличные тороидальные трансформаторы для всей Украины. И для нашего ВВшника он тоже будет делать. И он для меня сделал, вот он, кстати... Шершовский трансформатор. Все понятно, Юра. Ну, Шершов это специалист номер 1 по тороидам в мире даже. Не только в Украине, а в мире. Мне вчера там один из этих самых написал, один из американцев, который... Нет, кстати, из Америки уже тоже есть запросы на мой корректор, и фирма Эмрат будет рассылать, правда, через DHL. Нет, и на Торы там есть спрос огромный, причем. Так, Юра, так уже есть, уже. Я ж, ты знаешь, ты ж меня подписал на Audiocom англоязычный, я там сейчас очень сильно отвечаю на вопросы и рассказываю. Так уже из Америки там десяток запросов есть на сам этот винил-корректор. Так Эмрат будет рассылать не только по Украине через новую почту и Укрпошту, а он будет рассылать в Европу, Америку и даже в Австралию. Из Австралии тоже один есть уже запрос, понимаешь? Вот. Но DHL это достаточно дорогой, но зато быстро по всему миру. Это будет тоже делать, у меня договоренность есть с Эмрадом, что они будут рассылать даже в Австралию, понимаешь? Значит, тогда я говорю, вот этот Вячеслав Шершов, он, когда сделал такую же точно версию, первую винил-корректора моего, как и у тебя, он сравнил ее, у него есть и ламповый винил-корректор, один из лучших, да, по звуку, Васильевича. И почитай, что он написал, что да, я-то лампадник по жизни, понимаешь, он ламповой техникой любит. Но когда он послушал вот этот вот мой Су-21 версии 1, что ты спел, он почесал репу и признал, да, признаю, что он лучше, чем ламповый. Николай, вот. Я не знаю, кто такой Васильевич, это вообще не как бы... Я бы об этом вообще даже не упоминал бы, если честно, там, ну, на международной арене, по крайней мере, так точно. А здесь, ну, это может прокатить для апологетов, там, старой жизни, предположим, но никак не объективно. Тем более, сравнение должно быть экспертным, а не просто Слава Шершов решил, что ему это больше нравится. Сегодня ему это больше нравится, завтра другое. Так дело не делается. То есть, нужна экспертная оценка, на самом деле. Юра, мое объективное мнение по ламповым фонокорректорам. Шумят они больше, искажений у них больше, по параметрам они хуже. У них есть единственный плюс против плохих винил-корректоров транзисторов. То, что у них перегрузочная способность выше, а это значит, что это не значит, что ты будешь на фонограмме слышать те самые искажения. 20 грамм-пластинок с перегрузкой 20 дБ нету. Но у грамм-пластинок есть такая хрень, как царапины. Вот эти царапины и создают вот этот вот, создают для плохих фонокорректоров, они создают перегрузку. Вот, на какое-то время. И плохие фонокорректоры... Запирают входные понял, каскады, да, о чем речь? Да. Так вот, в моем фонокорректоре с этим все в порядке, потому что у меня общая глубина обратной связи, она заходит на входной каскад. То есть у меня с перегрузочной способностью никаких проблем нету на самом деле. Отлично, Николай, спасибо большое тебе за интервью. Пройдет время, я закончу этот корректор, попытаюсь сделать здесь экспертную оценку, посильно, так сказать.
Могу помочь тебе в Киеве ее организовать, попробовать, по крайней мере. И в США тоже можно попробовать это сделать. Всего тебе хорошего, Давай. успехов, Тебе велопоездок, тоже спасибо. здоровья и мира, и всех прочих удовольствий. Пока, Коль. Спасибо, Юра. Спасибо. Пока.